Всем привет, кто любит мохнатых чудовищ. Радость у нас. 7 марта. Полетели. Полетели, но они, видать, сегодня только и полетели, потому что что? Потому что не вчера. Вчера тоже было тепло, но вчера они не летали. Почем видно, что вчера не летали? Потому что они не несут пыльцу. Пчелы, когда облетываются, в первый день пыльцу несут или не несут, или несут очень мало. А на второй день, когда они уже облетались, то есть на второй день, они начинают нести пыльцу. Вот сегодня пыльцу не несут, видно, что не несут на лапках пыльцу. Нету у них пыльцы на лапках. Это значит, у них сегодня день перемирия. Сегодня пчелы не кусаются. Не грабят, не кусаются. Просто себе облетываются. А вот завтра уже понесут пыльцу. Так, ну облетали 7 число, это хорошо. Так, ну и задавали вопрос, правда ли, что на облет первыми идут неблагополучные семьи. Это я когда-то в каком-то видео сказал, люди зацепили меня за язык и теперь спрашивают, правда или нет. Правда. Вот сейчас я вам это покажу. Фундучки набухли, видите, раскрываются. Вот. Может быть, через несколько часов уже и раскроется. Фундук – правильное растение. Они всегда распускаются в тот день, когда облетываются пчелы. Поэтому фундук для пчел – это спасение. Обязательно на пасеке садите фундук. Вот сейчас они с этого фундука наберутся пыльцы. И у вас никаких проблем с белковой подкормкой нету. А если бы не было фундука, где бы им сейчас искать пыльцу? Цветочков сейчас в природе, всяких пролесков, ландышей мало. Ничего нету. Ряст еще не цветет особенно. В общем, проблема с пыльцой. А тут фундук. Фундук для пыльцы и для весеннего развития очень важная штука. В общем, если пасека, обязательно купите себе фундук, потому что это спасение. Так вот, семьи, которые неблагополучные, им не втерпешь. Они идут на облет даже в неблагоприятное время. Вот обычно, когда пчелы облетаются, когда плюс 12 и прогреется воздух. Даже если у вас вчера был мороз, а сегодня плюс 12, они на облет не пойдут, потому что холодный воздух. Они мордочку из улья высунут, понюхают воздух холодный, они на облет не пойдут. Они пойдут на облет только когда прогреется воздух. Обычно, когда оттепели начинается, плюс 10, плюс 12, они идут на облет на второй, третий день. То есть в первый день воздух прогревается, вот, и на второй, на третий день они идут на облет, а на первый теплый день не идут. А вот те семьи, которые неблагополучные, они выскочат на облет при первой возможности, потому что им не втерпешь. Им надо летать, облетаться, иначе все, загадят все гнездо. Поэтому такие неблагополучные семьи идут на облет, а хорошие благополучные семьи, которые хорошо зимуют, на облет не спешат. Вот видите, проблема. Леточек обгаженный, пчелок мало. Это семья какая-то неблагополучная. Полетели на облет, обгадили прилетную доску, переднюю стенку. Значит, что? Это неблагополучная семья. Надо ее разбирать, смотреть, чистить, менять им рамки. Потому что там и рамки, соответственно, наверное, обгаженные. Вот. Менять корм и спасать эту семейку. Тут проблема. А вот я вам показываю благополучная семья, ППУшка. Вот. И никто не летает. Видите, через литок никто не шастает. Сейчас откроем их и посмотрим. Это хорошая семья, благополучная. Вот, вот они все сидят. Летать не собираются, видите. Им не надо летать, их и так все устраивает. То есть им все нормально у них. Облетываться им можно облетываться, можно не облетываться. И они ждут благоприятного времени. Вот. Сегодня они на облет идти не хотят. Они, может, пойдут, но немножко позже. Вот благополучная семья на облет не стремится, как видите. Поэтому все это правда. Неблагополучные семьи идут на облет первыми, потому что у нас, даже если книжечки пчеловодства почитать, то там написано, что во время облета надо пройти по пасеке и посмотреть, если какая семья не облеталась, то это неблагополучная семья. Но на самом деле я считаю, что там неправильно написано, потому что по моему опыту первыми на облет идут неблагополучные семьи. А благополучные семьи, они как раз таки самые последние идут на облет. Такие вот дела. Поэтому то, что благополучная семья не спешит на облет, это действительно правда. Вот он типичный пример. Хорошая семья на облет не идет. Такие вот дела. Так что это лично мое мнение. Можете написать в комментариях свое. Я лично считаю, что если семья не пошла на облет, то это два варианта. Либо все очень плохо, либо наоборот все очень хорошо. Так, ну а сегодня такое коротенькое видео. Радостное. Облет у нас совершился. Обязательно ставим лайк мне, потому что я жадный, и моим мохнатеньким чудовищам. Все-таки дожили до облета. Все, теперь будем пчеловодить наконец-то. Весна.